Здравствуйте еще раз. Тема сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, сознание Бога. Когда мы рассматриваем спектр сознания Бога, то прежде всего можно рассмотреть статус тела человека по отношению к сознанию Бога. Если мы рассматриваем тело человека как форму сознания Бога, ведь Бог, создавший реальность, придал форму, в том числе и свойству своего сознания, то получается, что личностные характеристики человека, его свобода воли, например, выражены в том, прежде всего, что он в состоянии, как элемент сознания Бога, выражать свою волю по существу центрального статуса сознания. То человек вполне может делать такие же структуры управления, как и центральный фокус сознания Бога с точки зрения человека. То есть он может, регенерироваться, он может создавать системы дистанционного управления и фактически обладает свойством вечной жизни, то есть свойством бессмертия, при котором понятие смерть исключена, эта система, из уже сознания человека. В случае, если человек понимает, что он работает внутри именно сознания Бога. И когда вы начинаете, например, делать управление от уровня сознания Бога, то вы прежде всего должны рассмотреть связь Бога и человека с точки зрения такого понятия, как сознание. Сознание человека, например, сознание Бога. И учитывая, что для Бога любая реальность, она проявлена прежде всего в том, что Он видит, в общем-то, собственные действия как одновременно и источник действия, то для фокуса Его сознания, для восприятия Бога, действие и источник — это единый статус Его собственной личности. То есть он в общем-то, с точки зрения элемента сознания, этот элемент, он заглатывает, что ли, внешний луч управления. В данном случае понятие именно заглатывания ближе выражено к телу, именно к физическому телу человека. И при этом, когда, например, человек глотает, предположим, воду, или какой-то элемент делает управление по отношению, например, к своему физическому телу, то управление происходит таким образом, что все, что создано Богом, например, с точки зрения, предположим, развития его сознания, это есть действие, выраженное, в общем-то, самим человеком. Ведь человек воспринимает данное действие. То есть для человека существует сущность данного действия, и получается, что, предположим, выпивая стакан воды, он, в общем-то, осуществляет действие, изначально заложенное в нем самом. И при этом мы можем рассмотреть такую структуру, что данный глоток воды — это есть утоление, например, жажды человека. Но когда мы рассматриваем, например, процесс возникновения жажды, то получается, что тело человека функционирует также в направлении, в общем-то, в логическом плане, в том направлении, что понятие, например, еды человека или питья человека — это есть понятие, воспроизведенное Богом для осуществления функции, в общем-то, контроля сознания с точки зрения самого Бога и человека. Здесь получается, что мы имеем точку объединения таких понятий, как понятие сознания Бога и сознания человека в плане действия человека и в плане выражения человеком своего действия. То есть внутренняя сущность человека — это есть олицетворение именно, в общем-то, элементов пересечения сознания Бога и сознания человека. И при этом мы в качестве именно элементов пересечения имеем какой-то элемент взаимного действия, осознанный уже элемент. То есть человек, который выпивает воду, он понимает, что эта вода находится, например, в каком-то физическом мире, и при этом весь мир — это есть объект, например, управления с точки зрения сознания Бога. И здесь он может перейти к осознанным действиям Бога в его, казалось бы, элементарном действии. То есть когда Бог действует в элементарных системах развития человека. И здесь он может увидеть присутствие сознания Бога, например, в стакане воды. При этом, когда он рассматривает данную позицию с точки зрения своего развития, он видит лицо Бога. То есть можно увидеть лицо и физический облик Бога, если вы можете работать с статусом его сознания в любом
элементарном действии, и причем в первую очередь в том действии, которое проходит через, в общем-то, вашу как физическую сущность, так и сущность вашего сознания. То есть наиболее получается плотная связь с Богом и с элементом Его сознания в плане объединенных действий, там, где действует и физическое тело, и ваше собственное сознание. По такому принципу можно получать достаточно сильный элемент восстановления тела человека, там, решение, например, элементов управления, поставленных как Богом, так и человеком в процессе, например, да, развития мира. И там, где объединение тела человека с сознанием Бога максимально выражено, мы имеем достаточно сильный статус как бы личного управления человека. То есть человек логически понимает, что его сила такова, что он может, например, не допустить ядерного взрыва, даже отдаленной, например, там, боеголовки. То есть он может понять свою внутреннюю силу логически, то есть на уровне просто сознания, потому что объединение формы человека как статуса сознания Бога и объединение цели в плане, например, вечного развития, это есть уровень, осознанный прежде всего самим Богом для его собственного развития, поэтому человек как бы попадает в достаточно устойчивую фазу управления, идущую от Бога именно. Ведь сознание Бога — это в том числе логический путь самого Бога. А когда мы рассматриваем логику Бога, то в логике Бога существуют такие понятия, как логика, например, да, дальнейшего действия, или понятие, как частное действие, например, совместимо с бесконечным уровнем всех внешних и внутренних действий. То есть для логики человека это есть план, в общем-то, макромышления. Это по логике и есть уровень макроспасения, выражаемый самим человеком по отношению, например, к своему действию. Получается, что когда мы говорим о макроспасении, это есть логика мышления Бога, то есть сознание Бога, проявленное в качестве, например, личного действия по отношению к человеку. То есть сознание Бога таково по отношению к человеку, что Бог дал возможность человеку понять этот статус сознания. И когда мы данную систему начинаем анализировать в плане, например, бесконечного развития человека, то прежде всего необходимо рассмотреть статус возможности человека полностью восстановиться, например, да, в течение бесконечной жизни. Естественно, возникают ситуации, когда человек должен уметь восстанавливаться полностью. Поэтому он должен делать это в том числе и логически. Если с точки зрения логики Бога это есть макропроявленность, то есть макроспасение для человека, то получается, что статус всеобщего восстановления, ну, в случае, например, когда мы рассматриваем уже более отдаленные процессы, когда общество развивается бесконечным образом и в бесконечном будущем, здесь человек может восстанавливаться путем того, что он знает, что есть всеобщее восстановление. Если речь идет о начальном статусе, то есть вот люди только начинают уметь, например, да, вечно жить, тогда речь идет о том, что человек должен уметь себя восстанавливать практически в зависимости от ситуационного, в общем-то, уровня, когда ситуация практически может быть рождена как структурой сознания Бога, так и, в общем-то, структурой проявления души Бога по отношению к его собственному сознанию. Вот в данной фразе важно рассмотреть, в общем-то, связь души Бога как носителя сознания. То есть, естественно, душа присутствует в сознании Бога, но душа как бесконечное понятие является в данном случае именно носителем, как бы некой средой, в которой находится именно, например, там, действующая фракция сознания Бога. И именно в этой, например, среде происходит осознание того, что человек и Бог встречаются на уровне там, равности действия. То есть человек, действующий по отношению, например, к стакану воды или к какому-то предмету управления, и Бог, создавший данный элемент, да, восприятия человека, они имеют равное действие по отношению, например, к самому предмету. То есть в сознании Бога и человека есть статус, когда действие, в общем-то, уравнено. И когда мы бесконечную среду развития, например, воспринимаем как, в общем-то, равную позицию как для Бога, так и для человека, то есть для Бога вечное развитие фактически имеет тот же статус, что и для человека. Тогда мы получаем единство действий по отношению к цели. И когда мы вот непосредственно рассматриваем именно отношение к цели, то получается, что в принципе здесь имеет место быть, скажем, статус
в том числе, например, такого плана, как звуковая форма управления реальностью, идущая от, например, того, что вы слышите звук, да, то есть вы можете преобразовывать звук в структуру собственного управления. Например, звук, идущий к вам, это не тот же звук, который произносите вы, например, там, своей душой, или же который вы воспроизводите, например, в своем сознании. Если вы хотите, чтобы все звуки, которые вы воспроизводите сознанием, на уровне мышления, да, воспроизводились в физической реальности, то реальность должна быть точно такой. А реальность, она другая. Поэтому, когда вы хотите сделать управление, вам всего лишь навсего нужно вывести звуковую форму или там форму света бесконечного развития как центр, да, своего управления, и по отношению к данному центру делать управление, например, в том числе мантровым принципом, ну, то есть некими звуками или сокращениями звука, или преобразованием звука. Когда вы начинаете видеть эту структуру взаимодействия света-звука, то вы видите, что процесс восстановления — это, в общем-то, процесс установления связи между тем, что вы видите, и тем, что реализуется от вашего восприятия, да, от вашего зрения. И тогда вы видите, что управление звуковой формой достаточно простое управление, то есть достаточно перевести как бы во внутренний слух некое изображение или просто услышать, мы и тогда имеем полную целостную форму человека. Вот обратите внимание, что человек может быть образован от звука. Ведь изначально, например, да, звук слова мог также образовывать человека. И получается, что когда мы, предположим, ставим задачу в одноцелевом уровне действовать так, как действует Бог в статусе своего сознания, то мы вполне здесь видим, что создать, ну, например, себя, да, в действии, создать другого человека в бесконечном действии — это и статус привычных систем восприятия. То есть мы практически все время где-то самовоссоздаемся в определенных системах там, развития. И получается, что привычный статус содержит систему, например, организации слова, систему организации материи, да, собственно, систему организации, ну, предположим, какого-то отдаленного статуса развития. И самая главная система — это возможность во всех этих статусах принести реальную помощь там, макромиру, то есть мир данный сохранить и развить. Потому что если этого действия не делать, то сам статус человека не имеет основы в своем развитии. И если для Бога есть абсолютное пространство, такое как душа Бога, в котором содержится сознание Бога, то для человека это есть статус организации мира им самим, причем такой статус, где мир организовывается по свету Бога, свет, идущий из бесконечного уровня к человеку, но, в общем-то, человек должен понимать и дифференцирует этот свет совершенно однозначно, как свет, идущий от Бога. Так значит, свет, идущий от Бога, он всегда, в первую очередь, и свет, идущий из бесконечного развития к человеку, с точки зрения сознания человека. В данном случае я просто-навсего привел как бы оптический смысл восприятия в управлении. Получается, что когда вы видите бесконечный свет, вы восстанавливаетесь, а вечное развитие — это есть бесконечный свет. Поэтому, когда вы делаете управление, идущее, например, к вам от Бога в виде вот этого истинного света, то вы можете создавать свое тело в динамике, в движении. И обратите внимание, если вы решаете какие-то задачи, например, пусть они даже сложные, где есть задачи, например, по макроспасению, и начинаете ставить задачу о том, что необходимо, например, отдохнуть для того, чтобы там восстановиться, то часто сам отдых, он не несет той степени восстановления, а даже напротив, он может где-то вносить там дисбаланс, да, поэтому понятие восстановления — это такая же работа. И если вы, например, начинаете ставить задачу макроспасения, то возникает простая логическая задача. Если вы, например, развиваетесь вечно, а вечное развитие — это есть та реальность, которая, вообще говоря, осуществима просто количеством практических действий по саморегенерации, по, например, самоуправлению, внешнему управлению, то получается, что данный, например, процесс с точки зрения вашего развития — это есть процесс все-таки постоянного действия. Стоит вам поставить задачу отдых, как бы снять систему управления с контроля фактически, как бы, да, внешний свет. Что такое есть отдых в бытовом понимании? Это, например, там, ничего не делать, да, какой-то момент, возможно, так устроена там, бытовая фаза сознания, то здесь получается, что если ничего не делать, мы имеем фиксированный статус предметов. Вот отдых Бога, сознание Бога выражается в фиксированном статусе предметов. И когда вы видите фиксированную структуру материи, это есть
один из уровней развития Бога, сознания Бога. Поэтому, естественно, для логики понятно, что в бесконечном развитии мы имеем бесконечное количество предметов, да, внешнего мира. И получается, что вот когда Бог зафиксировал, например, уровень и получился физический мир, то есть сознание Бога сработало так, что значит, для человека это есть подобие, например, отдыха в мышлении человека, то с точки зрения всеобщих критериев развития, мир, который создан в фазе отдыха, это есть мир достаточно простой к управлению и, в общем-то, имеющий статус вечного развития по факту тому, что он проявлен в бесконечных формах, в состоянии, например, да, отдыха сознания Бога, естественно, более прост в бесконечном развитии, чем мир, который есть у Бога как бы в внутреннем, что ли, уровне его сознания, где есть как бы более мощный, да, импульс. Для того, чтобы создать видимый мир, нужно же иметь более мощную энергию, по сути, чтобы воспроизвести что-то там визуально, да, проявленное. Получается, вот этот более мощный мир — это и есть сознание человека с точки зрения того, что это есть центр сознания человека. И отсюда видно, что центр сознания человека воспроизводит также элементы реальности. Отсюда можно выйти в структуру предмета, там, остановить на расстоянии, предположим, там, радиоволну. В свое время я делал ряд работ, фильтровал радиоволны там, в авиационных делах, чтобы не было шума. Можно вполне остановить радиоволну какую-то конкретную. То есть волна есть, но нет звука, например, и так далее. И получается, что когда речь идет о структуре спасения, можно как бы выйти в любую сущность предмета через эту структуру сознания, например, нарастить орган. Но здесь есть один аспект в этой технологии: когда вы наращиваете орган, вы наращиваете его в данной точке сознания Бога. Ибо данная технология касается исключительно сознания Бога. Тогда получается, что орган может, в принципе, вырасти в этом месте. Но задача, опять же, собственной функции сознания — придать свойства органу, например, находиться внутри организма и перемещаться вместе с ним. Потому что для сознания Бога орган, выращенный, да, например, в любом месте, это орган, существующий также вечен. И поэтому здесь надо быть внимательнее с технологиями регенерации, то есть их надо ставить сразу с точки зрения будущих событий. То есть надо очень четко видеть будущие события, как происходит развитие, например, данного органа по отношению к физическому телу человека. И здесь вполне можно увидеть, в общем-то, достаточно прямую связь с тем, как Бог, в общем, так можно сказать, самовосстанавливается через функцию собственного сознания. Если мы рассматриваем, например, физическое тело единого Бога, то для него сознание — это и есть также и физическое тело, то есть часть физического тела. Поэтому, когда, ну, например, мы вспоминаем различные такие варианты, что ли, разговоры, когда в детстве задаются вопросы, например, там, где находится в теле душа, ну, каждый сталкивался, видимо, с какими-то версиями данных вопросов, то ясно, что душа находится фактически в той структуре сознания Бога, которая проявлена как выражение тела человека по отношению к сознанию Бога, к восприятию Бога с точки зрения своего сознания и к восприятию именно человека. Вот если подумать над тем, как Бог воспринимает человека, то, например, если, ну, данную конструкцию перенести, значит, ну, формально как бы оптический вид, да, выразить в виде каких-то сфер и поставить задачу наполнения данной сферы событиями, например, человеку нужно регенерировать орган или восстановить себя в бесконечном развитии, то получается, что Бог воспринимает мир настолько комплексно, что для Бога человек, он вечен изначально. То есть он, естественно, имеет механизмы собственного вечного развития. Это для Бога вполне естественно. Поэтому стоит только выйти в структуру сознания Бога и увидеть это же самое, да, глазами уже человека, получается, восприятием человека, и перевести в сознание человека, мы имеем, в общем-то, достаточно, казалось бы, простой, но как бы автоматизированно действующий механизм развития человека, что есть в основном сейчас среди людей на текущий, например, да, 2003 год, на 20 декабря 2003 года, что люди в основном воспринимают структуру как систему естественного развития, именно структуру своего организма. А по сути мы можем
вполне переходить на систему внешнего управления организмом, если мы выходим к себе же, получается, но с точки зрения вот этого света Бога, идущего к человеку из бесконечности. И человек дифференцирует, получает свой собственный свет, то есть он саморегенерируется. Когда вы переходите к структуре саморегенерации, например, изучения структуры сознания Бога, вы видите, что процесс саморегенерации — это все-таки часто достаточно напряженный и конкретный процесс, связанный с тем, чтобы значит, была возможность все-таки вырастить как бы конкретное событие для ваших конкретных действий. То есть, если исходить из того, что никаких действий нет, да, например, там нет слов, нет каких-то выраженных в действиях, предположим, событий, или вы находитесь в структуре той реальности, что чтобы ее как бы развить, да, предположим, рассмотрим вариант той реальности, значит, например, которую нужно развить до бесконечности. Вот растет дерево, и нужно развить дерево до бесконечности, да, чтобы дерево бесконечно развивалось. Тогда получается, что если мы будем долго говорить об этом событии, дерево может, в принципе, развиться. Можно повторять. Нам нужно, чтобы оно развилось до бесконечности. Но тогда бесконечное повторение приводит к тому, что мы действительно, значит, этому содействуем. Но тогда мы должны быть бесконечно развивающимися. И это один из механизмов как бы следственного уровня развития. То есть Бог, поставивший задачу бесконечного развития на конкретный объект информации, сам развивается вечно, потому что у него есть такая задача. И вот этот уровень как бы растяжения, управления, это есть уровень, направленный на то, что когда человек ставит задачу вечного развития, то он начинает как бы вытягиваться, да, телом физическим, именно идущим в бесконечное развитие по отношению к данной задаче. Получается, что мы вполне можем построить, например, несуществующее слово, мы можем вполне построить какой-либо орган или, предположим, регенерировать любую ткань практически, если мы хотим это делать изначально, и структуры все-таки больше, эта структура, она относится к структуре объединенного сознания. То есть сознание, которое содержит все элементы внешней реальности, сознание, которое содержит, значит, элемент, например, там, собственной реальности, элемент сознания Бога, и тогда получается, что в данном контексте превалирует часто сознание внешней реальности. Причем сознание внешней реальности — это есть элемент, который внешний и по отношению к сознанию Бога, и по отношению к сознанию человека. Тогда получается сама формулировка, например, слов, да, воспроизводство слова, то есть как вообще создать слово в этой системе. Это есть система, прежде всего, нормирования. То есть если создать слово нормы по отношению к человеку для какого-то, например, заболевания, то заболевание излечивается. И главное здесь как бы это слово нормы куда-то поместить. Предположим, мы вполне можем сказать, что слово нормы, там, лечение, например, остеохондроза, можно поместить возле позвоночника, а излечение остеохондроза можно, например, поместить возле, значит, предположим, какого-либо из суставов правой ноги. То есть как только мы фиксируем два состояния, то путь от лечения к излечению — это есть путь человека. Да? Мы видим свет, идущий между двумя фразами, как свет, идущий через человека, это действие человека. Тогда получается, что мы имеем процесс лечения как процесс восприятия просто света из этих двух, в общем-то, фраз. И таким образом мы можем построить следующее слово, что человек, излеченный от остеохондроза, совершает какие-то действия. То есть у него возникают слова, которые необходимы ему для того, чтобы он, как бы осуществлял свою деятельность, даже если он, например, какую-то сложную осуществляет деятельность. То есть, например, для того, чтобы создать слова, которые бы могли спасти при сложных каких-то технологиях, например, вам надо продиагностировать какой-то сложный технический объект, а вы не знаете формулировок, тогда просто просветите себя этим светом. Например, за спиной находится изначальный уровень цели, то есть диагностика объекта, затем как бы справа находится, предположим, система
ну, как бы внешней информации, что из себя объект, скажем, представляет, да, что есть данный объект. И перед вами это уже действие, осуществленная диагностика или спасение, ну, любого объекта технического. Тогда получается свет, идущий через вас, он впитывает всю информацию, ну, которая соответствует, например, уровню, как бы, значит, в котором есть информация об объекте, и вы получаете на свое сознание путем просто света конкретные слова. То есть вы можете создать слова через свет внешнего объекта за счет динамики действия между целью и в общем-то, решением данной цели. Получается, что когда вы начинаете, в общем, здесь действовать от уровня создания слова, то получается, что сознание Бога здесь присутствует как элемент объединения фактически на уровне как бы изначальных световых, что ли, импульсов всех явлений мира во внешней среде. И вам становится это уже понятно, где контролировать внешнюю среду. То есть ведь вопрос создания элементов управления во внешней среде — это есть все-таки процесс контроля. Когда человек находится на уровне, когда он, например, там, вынужден создавать элементы реальности в бесконечном развитии, то получается, что его собственное сознание вполне, в общем-то, ясно и очень даже как бы корректно стыкуется с сознанием не только, например, с Бога в плане вот восприятия Бога, но и с сознанием любой другой реальности. И вот когда человек начинает дифференцировать сознание любой другой реальности, он становится совершенно независимым, и тогда слова становятся сами, то есть слова организовываются сами. И также по аналогии действует сознание Бога. Бесконечное количество реальностей создает то слово, да, то управление, которое реализуется в плане истинного, то есть реального управления. Тогда вы начинаете видеть, что создание, например, собственного организма — это часто учет различных его состояний или же хотя бы реакция на какие-то конкретные системы организма. Например, вы сконцентрировали внимание на элементах просто физических, и вы видите, что от этого рождается слово, которое ведет вас дальше. Слово ведущее. Вот здесь есть определенный смысл слова, значит, который заложен в смысл слова не просто как бы изначально, да, было слово, но слово и есть ведущее слово, потому что изначальный импульс, он, естественно, содержит все элементы следующего управления. Бог, создавший мир, он сразу заложил всю систему будущего развития мира. Поэтому вот ведущее слово, слово ведущее вдаль или ведущее к свету там, вечного развития, к свету вечной жизни, это есть слово, созданное, получается, уже вами. И в этом есть вот основной элемент развития сознания Бога, именно развитие по отношению к вам, что идущий из бесконечности свет Бога, который преобразован в слове, а слово — это тоже свет, тоже информация, значит, становится инструментом действия для формирования уже дальнейших событий. То есть если вы хотите создать свое физическое тело, например, заново, через, например, там, миллионы лет, да, вы решили обновиться, ну, такая чисто там теоретическая задача или даже практическая, тогда вы должны будете создать изначально весь уровень своего собственного управления с точки зрения осознанных элементов, то есть с точки зрения того, как это делается на уровне сознания Бога. Потому что сознание — это и все-таки управляемый элемент самим Богом. Хотя душа Бога, естественно, тоже полностью управляемый элемент самим Богом, но душа Бога, она бесконечна, и ее познание — это есть специальный путь. А путь надо развить, ну, хотя бы на статусе собственного, да, сознания, а лучше на статусе сознания Бога. Тогда получается, что присутствие сознания Бога, например, в вашем собственном сознании, это есть уровень вашего собственного развития по отношению к себе. То есть как только вы выявляете больший статус сознания Бога, тем вы более как бы зарезервированы в статусе, в общем-то, вечного развития. И получается, что построить, например, собственный статус вечного развития, в общем-то, можно путем очень четкой дифференциации целей управления в структуре сознания Бога. Вот в данной структуре моего учения возможность, например, бесконечно распространить знания, она здесь содержится в том, что вы можете
знание, ну, любое, в общем-то, да, вывести на статус именно сознания Бога, и данное знание уже сразу же станет всеобщим, но уже логически осознанным. То есть это знание будет проявлено в вещах, ибо статика сознания Бога — это есть внешний физический мир в том числе. И когда вы начинаете вкладывать систему управления там, в микроуровень, там, в молекулярный уровень, то человек, берущий это стакан воды или там, съедающий яблоко, или прикасающийся к столу, например, в который на уровне молекулярном, например, вложено это знание через сознание Бога, то он эти знания получает, потому что свет, он все равно всеобщий, истинный свет, он все равно проходит через структуру любой материи. И получается, что самосоздание — это есть уровень изначально такой, что вы должны уметь самосоздаваться даже в тех условиях, когда как бы нет изначальных систем для самосоздания. То человек должен уметь, вообще говоря, создаваться в любой системе и в любой среде. И получается, что здесь существует необходимость механизма преобразования. То есть если человек, имеющий, ну, скажем, здоровое, предположим, физическое тело, абсолютно, вот именно в понимании абсолютного здоровья, хотя в основном можно сказать о практическом здоровье. Так вот, если абсолютно здоровое тело приближается, например, к вакууму, да, то в вакууме начинает реализовываться среда с кислородом, потому что абсолютное здоровье — это есть приближение к телу Бога, а Бог создает кислород, Он создает своим сознанием весь, в общем-то, внешний мир для реализации своих, например, физических уровней развития. И получается, что, я имею в виду в данном случае физических уровней развития, это физическое тело единого Бога, реализующее там разные статусы в разных, например, мирах. И получается, что здесь, если мы имеем понятие, например, такое, как практически здоровое тело, то необходимо, чтобы что-то создать, довести хотя бы на управление до абсолютно здорового тела. Если мы хотим перевести тело, там, например, в какой-то элемент реальности через систему преобразования, да, тело, предположим, там, элементы телепортации с нужным количеством кислорода и с нужным пространством в данном месте, пусть даже в вакууме, да, то здесь получается, что мы должны прежде всего сохранять статус человека здесь. То есть мы не можем как бы конвертировать тело куда-то в вакуум, а вдруг там какой-то элемент не сработает. Да? Мы должны четко быть уверены, что в вакууме, вообще в бесконечном развитии человека, любой элемент такой же, как здесь. То есть перемещение практически, значит, физически для человека не происходит. То есть он формирует действие, формирует это действие здесь возле себя. Но он может быть проявлен, например, в любой точке вакуума. Если он захочет, то он может быть там, конечно, проявлен, но тогда точка фиксации, значит, как бы абсолютной нормы, это есть норма здесь, то есть там, где он находится. Также и работает физическое тело единого Бога, и также работает, в общем-то, отдаленная фракция сознания Бога. То есть каждый следующий элемент мира для него это есть элемент, существующий одновременно в двух точках. То есть начало рождения — это есть точка устойчивости системы рождения, то есть точка, например, сознания Бога, и одновременно следующая точка, где элемент проявлен. И получается, что рождение двух элементов — это всегда многообразие, это пересечение элементов света, а значит, опять весь внешний бесконечный мир. То есть в данном случае, если поставить вопрос, почему мир вообще такой бесконечный, так много явлений в мире, то с точки зрения сознания Бога это понятно, что рождение двух элементов — это уже бесконечность. И, ну, например, там в физике есть понятие источника, стока, да, то есть есть некие действия, придающие динамику, в общем-то, ну, там, предположим, процессу именно, скажем, парному, да. И когда вы видите процессы, ну, такие как мужчина и женщина, то есть парные процессы, то здесь видно, что сознание Бога — это есть структура разделения элементов все-таки на парные процессы. То есть сознание всегда присутствует в качестве парного уровня реальности. И поэтому, когда человек воспринимает, ну, скажем так, на более тонком уровне свою следующую систему реальности, то он видит, что, например, создание слова, создание следующего действия — это есть уровень как бы внешней пары по отношению к нему, к человеку. То есть он должен найти, что есть его собственное действие, чтобы создать свое собственное развитие.
И получается, что по отношению к нему его собственное действие — это фактически, в общем-то, по сути, некий смысл, поданный Богом и им самим. То есть мы можем найти свою собственную структуру развития, если мы хотим понять, что действует на нас с точки зрения именно пары. Вот, даже не в прямом понимании там, другого человека, да, а именно по отношению, например, к цели следующего там, или там, дальнейшего действия, что есть пара. И тогда мы видим, в общем-то, свое собственное проявление, но именно в той бесконечной среде, где максимально вы необходимы. То есть вот обратите внимание, когда вы, например, там, сильно устаете или вы хотите восстановиться и хотите понять причину, почему вы, например, да, устали. Или, например, другой вариант, вы не устаете, но логически вы понимаете, что вы должны устать. Почему вы не устаете? Тогда вы можете найти структуру вот этого так называемого парного действия, то есть действия одновременно происходящего в световом варианте вместе с вами, вот во всей этой реальности. И это действие — это есть узловая точка, где человек фактически находится в уровне оптической, так скажем, концентрации всего внешнего мира. То есть в данном уровне человек виден как уровень практически исключительно высокой интенсивности света, и по уровню света он приближается уже к свету сознания Бога. И здесь, как только он начинает находить свой собственный путь в этом свете, да, он видит, что данный путь, он действительно таков, что ему приходится создавать любое следующее действие. То есть, как только человек попадает в свет Бога, то ведь он попадает практически при интенсивном свечении как бы в равнозначную среду. Вот сказать, например, следующее слово или произвести следующее действие — это практически то же самое, что создать все эти явления, например, слово или действие. И получается, что человек начинает осознавать себя как уровень, передающий, вообще говоря, знания. То есть он должен кому-то передать уже как бы обратно, да, воспроизведенное действие, как бы уровню, например, там, физического тела человека. И получается, что физическое тело человека — это осознанная необходимость самого человека в данной конструкции. И когда мы начинаем видеть данную осознанную необходимость, только так, получается, может развиваться, в общем-то, личность до бесконечности, когда человек, в общем, здесь уровень как бы второй системы создает самостоятельно в виде своего физического тела. И когда личность это понимает, то ясно, что повлиять на человека, вообще говоря, фактически невозможно с точки зрения какого-то там вредного воздействия или внешнего, несанкционированного самим человеком влияния, потому что изначальный уровень создания элементов самого человека, элементов, например, развития человека, это есть уровень, прежде всего, самого человека, но находящегося в структуре сознания Бога. Но ведь и физическое тело человека можно рассматривать как форму сознания Бога, как я уже сказал в начале. И получается, что мы вполне имеем уровень соединения, да, сознания Бога. Ведь для Бога и физический уровень тоже элементы его сознания. Бог может все воспринимать одинаково, более того, он может воспринимать все, как он захочет. Он может менять звуки, он может менять слова, он может передавать мысленно, не говоря, например, да, словами. Получается, что когда мы хотим изменить статус слова, то здесь получается, что мы имеем определенные ограничения, связанные с тем, что другой человек измененный статус может не сразу понять. Да? Предположим, есть такие данные, что, например, как бы они больше как исторические, что если, например, пишется какая-то прогнозная фаза в плане, предположим, предсказаний, то получается, что в прогнозной фазе возможны какие-то другие слова. Например, Нострадамус писал какими-то словами, которые, в общем-то, часто потом не фигурировали даже. И они имели какое-то другое даже звучание. В чем смысл данных слов? Там долго в свое время размышляли, но тем не менее есть такой статус, что прогнозная фаза может быть оговорена или там представлена словами, в общем-то, теми, которые не имеют, например, в текущем времени какого-то
специфического, что ли, уровня управляющего. Человек не может их воспринять логически, и вообще он думает, что, возможно, это просто ну, некий символ, например, да, некое описание какого-то совершенно внешнего объекта или там введенный символ. Так вот, исходя из этого, ясно, что чем дальше вы работаете с управлением, тем могут быть менее понятны слова. То есть, если вы хотите сделать управление там, в бесконечный уровень, то ведь бесконечность, она и рождает слово, ибо там есть свет Бога, свет сознания Бога. То получается, что вы, начиная, например, проговаривать слово, фактически уже знаете его смысл, и вас, более того, уже начинают понимать. То есть вы переходите на уровень общения, когда вас вообще все понимают, но вы можете не говорить вообще-то. Если вы начинаете произносить слово, то часто на начальном уровне звука уже все понимают. Это получается ну, как бы доведение слова до уровня логического произношения. Это есть чистая формальность, но она существует в том случае, когда другой человек все-таки еще не знает этой технологии. И вот когда Бог создавал слово, Он дал слово именно всеобщим. Почему, например, да, все-таки желательно стараться, по крайней мере, создавать слово типовым, то есть похожим на другие. Один и тот же предмет обозначать, например, одним словом, да? Потому что значит, другие люди будут тогда понимать. То есть этот элемент, он изначально заложен, получается, Богом как система понимания, система его собственного сознания. Слово как элемент фиксации сознания Бога для бесконечного развития, да, например, человека, это есть в том числе механизм самосоздания. То есть мы можем создать, например, себя, когда мы рассматриваем следующий элемент развития как элемент социально приемлемый. То есть мы можем создать, например, структуру собственного организма, когда мы четко понимаем, что значит, есть такие явления, например, да, в реальности, как здание, например, просто ну, возле которого будет проходить ваше физическое тело. Есть слово, формирующее некую ситуацию вокруг вас, и есть, например, ну, какие-то внешние еще атрибуты, и именно те, где, в общем-то, проявлены часто очень сложные статусы реальности, например, физический мир, сознание Бога, сам Бог, да, ваше собственное сознание. То есть вот эти вот внешние системы могут быть, напротив, они могут быть именно фундаментальными системами. И получается, что мы, прежде всего, работаем как бы приближенными системами, то есть свое физическое тело, слова, и фундаментальные системы, они как бы являются, в общем-то, носителем для нашего развития. Получается, что именно глубокий уровень управления, там, где есть фундаментальные системы, значит, это есть уровень, где человек самостоятельно создает себе реальность, но как бы многосложные понятия, немного удаляя от практики первичного действия. Получается, что уровень самосоздания – это есть уровень, учитывающий текущее действие. То есть, если вы хотите вылечить человека, ведя лекцию, например, в зале, можно вполне как бы воспользоваться следующим инструментом управления. Значит, создать быстрый импульс управления возле себя, то есть создать такие как бы простые явления в управлении, там, поставив какие-то слова в управлении, но при этом сложные явления сделать платформой для того, чтобы данный зал ну, понял, что вы хотите сказать на уровне, в том числе вне словесном. То есть старайтесь работать, если речь идет о зале и распространении, например, моих технологий, так, чтобы люди понимали и на несловесном уровне, но если вы лечите, то, в принципе, это то же самое. Человек входит в фазу, значит, как бы приближенную к вам, и в этой фазе может не быть болезней вообще. Тогда получается, как только человек в эту фазу входит, ну, как бы в некие там, условно говоря, такой, ну, как бы вакуумный, конечно, в кавычках, да, какой-то колпак, да, тогда получается, там, где звуковых форм нет, он оздоравливается. Идет оздоровление за счет того, что вы выводите человека в структуру, где нет, например, слов о болезни. То есть, получается, структура управления как бы несловесной фазы, это тоже есть, в общем-то, специальная структура управления. И поэтому, когда вы делаете управление, например, от сознания Бога, старайтесь управлять и словом, и сознанием, и, вообще говоря, всей внешней реальностью одновременно. На этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо за внимание. Старайтесь семинар проводить
ну, как бы даже в плане том, что вы самостоятельно работаете с собой, то есть проводя, вот, например, данный семинар, изучая его, старайтесь сделать так, что вы работаете практически с самим собой. То есть как бы через сознание Бога, да? Старайтесь его понимать. Спасибо.